Сегодня в этом видео я вас познакомлю с самыми неходовыми ароматами, которые я не рекомендую брать ни при каких обстоятельствах. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С кем еще не знакомы, меня зовут Алексей. И приятного вам просмотра. Надеюсь, это видео вам очень сильно поможет. Друзья, на самом деле такое видео я делаю впервые. Может быть, со мной кто-то не согласится, но это сугубо мое личное мнение. Это мнение моих клиентов. У нас клиенты могут быть разные. Поэтому я составил сегодня вот такой топ-рейтинг, антирейтинг, да, самых неходовых ароматов. И начнем мы, как говорится, с цветочков. То есть, открывая эту пятерку, да что ж там говорить, беспонтовых ароматов, я не знаю. Мне кое-что, может быть и понравилось из этих ароматов, но у меня клиенты вообще от них не в восторге. Итак, вот такой первый аромат. Первый аромат, это идет туалетная вода Petit Lavende. Это аромат для нее. Ну, кстати, все будут сегодня женские ароматы. Почему-то я не сказал. Обязательно оставлю Господи, боже мой, в названии ролика. В общем, пишут, что аромат этот мягкий, теплый, нежный. Этот аромат такой же легкий и радостный, как ты, чудесная девочка. Так что это аромат прямо для девочек рекомендуется, да. Понятно уже по названию, что в составе этого аромата идет лаванда, а также герань и амбра. В общем, это цветочно-акватический аромат. Я делал на него отзыв, когда этот аромат выходил новинкой. Хочу сказать, что он не такой страшный, как его малюют. Не знаю, у меня клиенты категорически. Вы знаете, за все время я, наверное, продал, может быть, аромата... Да, один, наверное, всего лишь продал за все время. Друзья, ну вообще у меня его не берут. Все отворачиваются. Я вот сейчас качнул, вы знаете, мыло мыльное. В общем, мне вот ну вообще этот аромат, вот, ну никак он мне не нравится. Может быть, то, что он мне не нравится, я его не могу продавать. Поэтому не рекомендую к покупке этот аромат. Вот, ну очень он вонючий, честно. Честно. Второе место в моем антирейтинге Сестра этого аромата, это тоже из этой же линейки Avon Petit, только еще вот такой вот он желтенький аромат. Ой, это у нас отсюда Бю. Вот, с изысканной свежей нотой памела, цветками апельсина и манящим медовым нектаром. Это невероятное сочетание сделает каждый день слаще. Вот так вот описание этого аромата. В общем, любой аромат всегда описывают, знаете, у меня аж слюни побежали. Уж прям слюни побежали. В общем, тип аромата это цветочный с нотой гурме. Ну и уже, как я сказал, есть медовый аккорд у этого аромата, апельсиновый цвет и памела в сахаре. Ой, друзья, ну что хочу сказать. Это, наверное, единственный аромат в пятерке, который мне нравится. Несмотря на то, что этот аромат я продал, наверное, ну, может быть, за все время. А извините, на секунду, аромат уже, наверное, года 2, может быть. Я не помню. Вот даже я его сейчас скачнул, чтобы еще раз вспомнить, поностальгировать. И вот этот первый аромат, он очень сильно перебивает. Не знаю, но по мне так он неплохой, но вот у меня клиенты его забраковали, и сейчас этот аромат у меня стоит, и никто его не хочет покупать, друзья. Поэтому, ну, раз у меня сегодня видео об ароматах, которые не стоит покупать, поэтому пусть этот аромат тоже займет место в этом антирейтинге. Даже, знаете, не закидывайте меня, пожалуйста, помидорами. Ну, еще один аромат, который тоже попал в пятерку анти-ароматов, которые я не рекомендую брать ни при каких обстоятельствах. Это вот такой вот аромат Avon Supreal Utopia. Само название говорит про себя. Это просто утопия, друзья. Ну, я не знаю, почему этот аромат не зашел, ну, у моих клиентов. Этот аромат принадлежит группе цветочный. Выпущен он в 2020 году. В принципе, такой недавний аромат, да. В его верхних нотах лист черной смородины, потом жасмин и ваниль. В общем, аромат такой, знаете, сладкий.
Упала крышка, упала на пол, не надо Слушайте, он сладковатый аромат, он в принципе такой, мне тоже, я бы сказал, аромат этот более-менее зашел, чем предыдущий первый. Ну, я не знаю почему, почему-то он не пошел у моих клиентов, поэтому этот аромат у меня тоже в этой антипятерке, такие вот злостная такая пятерка, друзья. Вот, но дальше будет тяжелая артиллерия, друзья, приготовьтесь. Последние еще два аромата. Последние первое и второе место занимают ароматы, ну, я не знаю. В общем, вот этот аромат мне тоже нравится, но не рекомендую его брать, наверное, потому что он у меня, его у меня клиенты не покупают, друзья. Ну, в общем, вот такой вот аромат, легкий, свеженький, сладенький, ну, не знаю я. Двигаемся дальше, друзья. Приготовились? Приготовились. Сейчас точно меня, наверное, поклонники Эйва, наверное, точно меня сейчас закидают помидорами, потому что этот аромат относится, ну, можно сказать, к люксовым ароматам. По информации компании, этот аромат там в каждую минуту продается в мире. Ну, пусть не сам этот аромат, а вся эта линейка считается очень такой люксовой, качественной, хорошей. Друзья, ну что-то много говорю. Второе место в антирекорде непродаваемых ароматов занимает у меня аромат Avon Far Away Glamour. Да, друзья, я тоже буквально, наверное, парочку таких ароматов продал. Вот, у меня и подарками они приходили, и наборами эти ароматы приходили. Но, в общем, не берут у меня его клиенты. Не знаю почему. Выпущен он в 2019 году. Композиция относится к классам восточных. Мне вообще особо восточные ароматы женские не нравятся, потому что они насыщенные такие вот. Но точно не летние. Вот. В общем, черная смородина, розовый перец и грейпфрут. Что-то я намутил. В начальных нотах черная смородина, потом дальше идет цветы апельсина и пачули. Базовые ноты пачули. Ну, вот пачули мне не нравится точно. В мужских ароматах я пачули не люблю. Ну ладно. Ой, слушайте, у меня здесь в комнате теперь, наверное, не отмыться от этого греха. Пахнет этими всеми ароматами. Да, черная смородина. Черная смородина, я вот чувствую ваниль. Слушайте, ну он в принципе так-то он звучит неплохо, этот аромат. Он в принципе-то неплохо звучит. Почему он у меня находится в пятерке, еще и на втором месте, я не знаю, друзья. Но правда, аромат в принципе неплохо звучит. Сладкий, ну не приторно. Вот если, допустим, вот этот аромат, он ярко сладкий. А вот этот тут прям такой легкий. Хотя линейка Far Away, она для меня, знаете, такая тяжеловастенькая. Мне сейчас в линейке Far Away нравится единственный аромат. Это аромат духи. Ну, видео не об этом, поэтому давайте будем закрывать это видео. Самым главным, самым противным ароматом по моей версии, да простят меня все любители этого аромата, ну, согласитесь, что да, у каждого товара есть свой купец, есть свой покупатель, это правда. Может быть, рано или поздно я продам эти ароматы, может быть, сейчас видео посмотрите, и кто-то увидит, что... Потому что многие ароматы уже нет в каталоге, нет в распродаже. Вот, друзья, последнее место, такое антипочетное место в пятерке самых противных, знаете, правда, они противные ароматы в плане того, что деньги вложены, а прибыли-то нет от них, поэтому противные. В общем, первое место занимает такое антипочетное место аромат Aspiria. Вот такой аромат, он у нас идет как женский, так есть и мужской. Но у нас сегодня видео о женских ароматах, поэтому это самый противный, самый тяжелый аромат. Я даже не хочу его сейчас качать, потому что мне еще снимать для вас обзор. И мне кажется, моя комната, моя студия не выветрится просто от этого аромата. В общем, аромат этот у нас тоже принадлежит к восточным цветочным ароматам. Выпущен он
в 2020 году. Средняя нота у этого аромата жасмин, базовая нота амбра. Ну и, в общем, друзья, давайте все-таки будем тоже его тестировать. Я после этого аромата, не знаю. Та-дон, тон-тон, та-дон. Слушайте, ну знаете, я не знаю, что со мной происходит, но он такой апельсин, прям, блин. Я вот прям... Верхняя нота абрикос, средняя жасмин и базовая амбра. Абрикос, а мне почему-то апельсин прям апельсином идет, и все, не могу. Ну, он такой, знаете, специфический, конечно, аромат. Первое впечатление было лучше. Сейчас уже, честно сказать, все. У меня, по-моему, крыша поехала. Крыша поехала от них. Друзья, ну что, вот эти 5 ароматов... Фу, унюхался. Вот эти 5 ароматов, которые сегодня я засветил. В общем, еще раз говорю, что эти ароматы у меня не продаются. Максимум я продал 2 аромата из каждого, допустим, линейки. Какой-то я вообще, наверное, ни одного не продал. Просто тяжело сейчас вспомнить. В общем, не рекомендую вам, друзья, вот эти ароматы ни при каких обстоятельствах. Но скажу честно, что вот этот аромат и вот этот аромат мне все-таки более-менее как-то они зашли. Все-таки у них какие-то такие интересные нотки. Ну, не знаю. Еще раз спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Ну как вам? Разнес я компанию Avon, разнес я эти самые неудачные ароматы. Теперь у меня будут выходить такие видео, потому что были спросы, были запросы показать, все-таки, что же мне не нравится, друзья. Мне много что не нравится, поэтому делюсь с вами. То, что не нравится и мне, и моим клиентам. Ой, все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. И до встречи в следующем видео. На этом у меня все. Всем пока-пока. Пока. И маленькое еще отступление. Тем, кто еще не выключил это видео. Я хочу предложить российским своим коллегам бизнес-предложение. Друзья, у вас в России сейчас ароматы стоят космических денег. Я вот буквально на днях отправлял посылку девушке из России. Я посмотрел на сайте, пример Viva La Vita стоит 1500 рублей. Друзья, 1500 рублей у вас в России стоит Viva La Vita на сегодняшний день. Я же вам предлагаю уникальную возможность приобрести этот аромат у меня всего лишь за 360 рублей. Если вам интересно, мы же говорим не только про Viva La Vita, а вообще говорим про ароматы, которые будут вам выгодны. То есть я вам могу рассказать, какие выгодные ароматы сейчас у меня, и вы можете у меня их заказать, я вам их отправлю. Сколько это будет стоить? Я практически с вас ничего не беру, я беру только себестоимость аромата и за доставку. Вот, в общем, пишите мне в Инстаграме, если у вас нет Инстаграма, пишите мне ВКонтакте, пишите мне на электронную почту, мы с вами договоримся, я вам расскажу, как это все делается. Поверьте мне, может быть, вы для себя, может, вы на продажу будете заказывать свои любимые ароматы по низкой цене. Вот, жду от вас предложений. На этом у меня все, всем пока-пока, пока.